Ну ты нормальный. Не широкий. Ну, значит, все. Значит, давай, включай. Ребята, как слышно, видно? Ты уже запустил трансляцию? Да. Хорошо. Тебя будет видно, если ты рядом сидишь? Да. Достаточно? Да. Хорошо. Ну, все, присаживайся. Так, звук раз. Значит, Посмотри, видно ли? Да. смотрите, в отличие от многих из тех людей, которые мне пишут комментарии, мы сегодня весь день находились в дороге, и заняты мы были не какими-то своими делами, не на кухне что-то у себя готовили, не развлекались, в общем-то, вообще, да. Мы ехали в Николаев, да, я говорю прямо, куда мы ехали. Мы ехали в Николаев. Здесь должен состояться обмен. Ехали мы сюда для того, чтобы этот обмен произошел, потому что рашисты в очередной раз этот обмен срывают. Должно быть обменено 40, более 40 наших ребят, должны быть возвращены домой. Рашисты срывают этот обмен опять уже третий раз. Обмен должен произойти послезавтра. Завтра мы по этому обмену будем записывать аналогичное видео тому, которое мы уже записывали ранее. То есть мы покажем всех рашистов, которые готовы на обмен. Опять снова-таки зачитаем их всех. Снова покажем, что вот они, что мы готовы их менять. Уже третий раз россияне срывают этот обмен. И нам придется снова это все сделать для того, чтобы, может быть, как-то мотивировать их дополнительно к обмену. Поэтому то, что мы сегодня делали, та цель, с которой мы сегодня провели весь день без интернета, и как мне тут настоятельно пишут, что мы должны были уже высказаться и по Еленовке, и по вот этому человеку, который издевался, нелюдю точнее, который издевался над нашим пленным. Ребята, в отличие от многих из вас, мы просто были отрезаны от интернета и просто ехали для того, чтобы сделать то, что сделать, для того, чтобы снова опять-таки вернуть наших ребят домой. Но раз уж так кому-то сильно не имется, да, и мне тут утверждают, что я должен был отменить вот этот вот стрим, да, который был сегодня запущен, вот эту вот премьеру, да, пишут мне: Золкин, отмени срочно, народ тебя не поймет, народ тебя осудит. Проблема в том, что у нас народ вообще не понимает ничего, кроме того, что хочет понимать сам народ, точнее некоторые его представители. Вот они считают, что должно быть так, как они себе придумали. Им наплевать, что эта премьера была запущена еще со вчерашнего дня, анонсирована, что мы едем без интернета, что мы просто банально не можем читать и видеть все эти ваши комментарии, а увидели их только за 5 минут до премьеры. И премьера запущена. И да, здесь показывается, как мы гуманно относимся к пленному, как у него стоит аппарат Елизарова, как ему предоставляют помощь. Да, и в то же самое время всем нам, и нам точно так же с Дмитрием, и всем нам очень плохо и очень нехорошо от тех новостей, которые приходят сегодня по Еленовке. Поверьте, нам так же, как и вам, тяжело это все читать. И нам так же, как и вам, тяжело это все переживать. Но мы делаем то, что мы можем сделать для возвращения наших людей. И опять-таки, и снова-таки, я никого ни к чему не призываю. Я просто знаю, что я не буду уподобляться этим тварям. Потому что если я буду им уподобляться, значит они достигли своей цели. Значит я такой же, как и они. А этого не будет. Понимаете? И мы все равно будем придерживаться той самой Женевской конвенции, о которой нас постоянно спрашивают. И всех международных правил и прав. Дмитрий, извините, не дал поздороваться. Добрый ранок. Ребят, смотрите, реально смотрите на вещи. Мы не сидим 24/7 за компьютерами и не мониторим. Сегодня эти новости и вот эти все там, все, что произошло, мы по сути узнали в дороге. Нам помогли это узнать. Мы вот сейчас экстренно вышли в онлайн. Вот у Дмитрия сумка справа стоит, да, вот брошенная на диван. Еще вещи. Мы сегодня съели по хот-догу, если что, по одному за весь день, да, в отличие от многих из тех, кто нам пишут эти комментарии. Вот мы ничего и не сделали, вот мы сразу поставили вот телефон, вот я выписал себе всю информацию, которую смог выписать, да, и мы сейчас будем доповідати по этой информации из тех данных, которые у нас есть, да, то есть, ну, вот те, которые нам пишут это все, они должны как бы хоть немножко задумываться над какими-то подобными вещами. Ну, ты пошел мы не веселимся. Ну, я хочу сказать, ребят, мы не веселимся, понимаете?
Мы целый день катаемся. Я за вчера сделал столько дел, что я даже сейчас не вспомню их количество, да, просто потому что это постоянный поток, да. Может быть, кто-то думает, что нам по кайфу вот эти вот записывать все эти интервью, публиковать, да, что это мы удовольствие какое-то от этого получаем, или от всей этой езды. Так нет, ребят, мы тоже делаем какую-то свою часть работы и хорошо точно знаем, зачем мы ее делаем и какой она дает результат. Извините, Дмитрий, пошел по второму кругу, да? Да. В общем, давай про Еленовку. Ребят, прилет по Еленовке. Мы вряд ли кому-то что-то скажем нового. Но из тех данных, которые объективные есть на данный момент, самые сухие факты, да, я могу сказать одну вещь. По Женевской конвенции содержание пленных, пленные должны содержаться по Женевской конвенции в самой дальней точке от фронта. От проведения боевых действий, от линии разграничения, как угодно. Дословно в глубоком тылу. Дословно в глубоком тылу. Именно поэтому у нас пленные, российские пленные, содержатся возле Львова. Ни для кого не секрет, что они содержатся именно возле Львова. Это можно спокойно загуглить, кому нужно. Тот уже давным-давно нашел, где находится этот лагерь. Не нужно меня упрекать, что я это говорю. Потому что кому нужно, еще раз говорю, тот уже давно нашел. Но это факт. Да, пленные российские находятся возле Львова. И это действительно одна из наиболее отдаленных точек от линии разграничения. И это действительно глубокий тыл. Хотя и по Львову тоже прилетает иногда из России, но тут уж поделать ничего никто не может. И почему-то этим пленным ничего не угрожает. Вот у нас вот в этом глубоком тылу возле Львова вы видели, как они все содержатся. И да, действительно, слишком хорошие условия. И да, действительно, мы понимаем прекрасно, что наши пленные так не содержатся. То есть вы мне когда это пишете, что посмотрите, как содержатся наши пленные у них. Так что мне сделать? Ну что, идиоты? Вы реально думаете, что мы этого не понимаем? Вы кретины, правда. Вы думаете, нам нравится, что наши пленные содержатся плохо, а их хорошо или что? Я вот понять не могу. Чего вы от меня хотите? Послесловие там после этого ролика было наше в машине. Наши отношения. Кто не посмотрел, посмотрите, там 20 секунд. Так вот, первое, что нужно сказать по Еленовке, это простой и очевидный факт. Еленовка находится примерно в 10 километрах от линии разграничения. То есть мало того, что она не находится в максимальном отдалении или в глубоком тылу, она будто специально находится прямо возле линии разграничения. То есть пленные, которые находятся в этом лагере возле Еленовки, они подвергаются непосредственной опасности постоянно. И это нарушение Женевской конвенции. То есть те любители Женевской конвенции, которые рассказывают, посмотрите, где находится Еленовка, и вы увидите, что она находится прямо в непосредственной близости от линии разграничения. Это первое, что нужно сказать, да, по Еленовке. Подожди. Если исходить по Женевской конвенции, лагерь с нашими военнопленными должен быть где-то на Дальнем Востоке, куда ничего в принципе не может долететь и ничего произойти не может. Где? Ну, или, по крайней мере, на границе с Россией, если это считать, как они считают, Донецкая или Луганская область, то лагерь с нашими пленными должен быть, находиться на приграничной территории с Россией. Но он там не находится. Он находится в непосредственной близости к линии разграничения. Далее. Погибло 53 человека, по предварительной информации. 75 раненых. Что? Не, то. Появилось видео о том, где российские пропагандисты ходят над ранеными украинскими пленными и рассказывают им, что по ним ударил Хаймарс. По ним ударил Хаймарс, рассказывают, ходят над пленными людьми. Это не издевательство вообще, ходить над пленными людьми и рассказывать, что по ним ударил Хаймарс. Хорошо, вопрос. Вот, Униан опубликовал, Униан и тут Звезда Ньюс опубликовали интервью с одной из сотрудниц этой колонии. Вот что она говорит, послушайте. Известно о состоянии сотрудников СИЗО. К радости сотрудники СИЗО не пострадали. Они сейчас находятся в хорошем состоянии. Пострадали, к сожалению, только пленные. Известно о состоянии сотрудников СИЗО.
Может мне кто-нибудь объяснить из рашистов великомудрых, как так происходит, что 53 погибших, 75 раненых, а из сотрудников СИЗО никто не пострадал? Как так вообще может быть? Как так бывает вообще? Объясните, потому что мы 4 месяца ничего не делаем, только ездим по местам лишения свободы, по лагерям, СИЗО, мы видели все, что угодно, и никогда не было такого, и не может быть такого, чтобы в непосредственной близости к более чем 120 пленным не было ни одного охранника. 53 погибло, 75 раненых. И что? Нет рядом с ними ни одного ни охранника, никого, ни представителя пенитенциарной системы? Или что? Или эти хаймарсы хитрые, о которых рассказывают российские пропаганды, они только по пленным бьют, что ли? Мы, как те, кто объездили практически все заведения, где содержатся и обычные заключенные, и военнопленные, ситуация, когда военнопленные могут быть без сотрудников, невозможна. Вот и все, это надо осознавать. Все, кто работает в этих заведениях, это знают и могут подтвердить. И правила одинаковые. Вот ни для кого не секрет. Потом пропагандисты разложили кусочки якобы хаймарса. Где они их разложили? Кусочки ли это хаймарса? И почему эти кусочки, вдруг стали ржавыми? Вот понять как бы невозможно. Но, тем не менее, они их разложили и показывают, смотрите, это хаймарс. Они эти кусочки хаймарса, наверное, по всем местам собирали, где у них были склады, куда эти хаймарсы действительно попадали. И принесли здесь показать. Но есть перехват СБУ. Как вы знаете, эти перехваты аутентичны и очень часто совпадают с другими общими данными. Из перехвата СБУ слышно четко, как двое боевиков переговариваются между собой, обсуждая вот эту вот тему, вот этот прилет, говорит, что никакого прилета на самом деле не было, что людей, вот этих вот наших пленных специально за 2 дня, не специально, очевидно же, что специально переселили в этот барак. И в этом же бараке, скорее всего, был какой-то внутренний взрыв. Да. Он был произошел внутри Потому барака. что обгоревшие тела, там видно, и эксперты говорят, что это не от прилета, это от этого. Мало того, есть еще информация. Канал Незыгай 5 июня в 10:46 писал такую штуку. Пост будет, ссылка. Не, стоп, скажу. Все то, о чем мы говорим, все видео, о которых мы говорим, все ссылки, о которых мы сейчас говорим по ходу стрима, сейчас после стрима будут просто закреплены у нас на телеграм-канале. И с соответствующей подписью. Так-то, так-то, то-то, то-то, то-то. Вот происходило. Давай. Вторая пост тоже будет закреплен. Вторая цель — лагерь военнопленных в деревне Еленовка, где находятся нацисты с Азовстали и военнослужащие ВСУ. Британцы хотят обставить удар РСЗО как попытку ВС РФ скрыть казнь и пытки над пленными, а после хайпануть по темнику Бучи. То есть 5 июня там уже готовили почву, что якобы хаймарсами будет удар по лагерю. Вы же понимаете, что это бред. Это в чистом виде бред. Эти все ссылки будут. Поэтому это не придуманная история, это действительно так и есть. Следующий момент, это, конечно же, момент, о котором рашисты вопели, кричали, визжали, рассказывали о том, что мы тут якобы пленных кастрируем. Но так за все время никто не смог не дать ни единого доказательства того, что это происходит. Более того, мы сами нашли и поняли, откуда пошел этот слух. Да, у нас есть такой эксперт Друзенко, который никакого отношения к выдаче кому-либо каких-либо приказов не имеет, но тем не менее он заявил на каком-то из каналов, что дал приказ своим врачам кастрировать пленных. Просто чушь и чепуха и бред. Этот человек не может, то есть я не знаю, кому он там в своих снах давал приказы или там в своих фантазиях давал какие-то приказы, понять невозможно, но оттуда именно пошел между рашистов слух, что якобы наши пленные поддаются какой-то кастрации или чему-то такому. Их пленные, да, то есть когда мы их тут берем в плен. Но ни одного факта такого зафиксировано не было, даже приблизительно.
Действительно. Еще когда вели Красноярцева пилота везли, кто-то позвонил его жене из наших бойцов и пошутил об этом, что вот его сейчас везут на кастрацию. Но с Красноярцевым мы опять-таки общались, живой, здоровый, и не проверяли, но на отсутствие текстикул он не жаловался, по крайней мере. И тут вот появляется видео, где, действительно, об этом видео даже говорить тяжело, да, не то, что, если кто-то опять-таки не видел, опять-таки будет в Телеграме, да, где действительно над нашим пленным производятся такие издевательства, и мы знаем, кто этот человек. Этот человек установлен. Значит, сейчас я точно зачитаю его данные. Арашанов Виталий Валерьевич из формирования Брянка СССР, родился 21 февраля 1983 года из республики Калмыкия, город Элиста. Это тот же недочеловек, который засветился в одном из сюжетов РИА Новости, вот в этой же темной шляпе. Опять-таки ссылку скидываем в Телеграм, кому интересно, изучайте, смотрите. Большинство из этих материалов, которыми мы хотим с вами поделиться, они в принципе вообще не подходят для публикации в Ютубе. Их в Ютубе публиковать нет никакой возможности, просто потому что канал будет заблокирован, и на этом вся его история закончится. Также уже опубликованы, и мы еще раз переопубликуем все данные на его паспорта, все его личные данные этого человека. Это, как этот человек, только... я не знаю, с биологической точки зрения, и то у меня большие сомнения по этому поводу. Но опять-таки у всех вопрос, то есть, а вы видите, как они относятся? Мы видим. Мы видим, мы знаем, у нас по этому поводу нет никаких иллюзий. Поверьте, психологию рашистов мы знаем лучше, чем многие точно из вас. И тем не менее мы предпочитаем оставаться людьми. Я не знаю, что добавить. Я могу зачитать комментарии, которые мне писали, но я просто сейчас буду еще больше злиться. Смотрите, отвечать на вопросы не будем, потому что читаем чат. Это экстренный стрим, потому что якобы нас обвинили в том, что мы халтурим, где-то пропали. Да, вот такая тема, знаете, важная. А им пофиг, они там свои эти видосики, премьерчики вылаживают. Еще раз говорю, премьера за сутки или даже за 2 суток уже было это назначено. Мы в дороге, и сегодня везде, не вчера, я говорю, столько всего переделано. Мы же не можем даже, и не можем, и не будем, да, всего рассказывать и давать по всему отчет. Но нас обвинили, что вот мы даже и не реагируем на это. Знаете, такое случилось, а мы вообще не реагируем. Все, ребят, я думаю, кто уже мог понять, тот понял. Мы только приехали, только добрались. Знаете, можно мы хоть сумки разберем? Потому что завтра нам нужно провести определенные действия. Для того, чтобы наших ребят, 40 человек, более 40... 18, по-моему. Это будет потом их 40. Это будет завтра. 18, по-моему. Суть какая? Более 40 человек, по моей информации, мы наших ребят должны вернуть домой. Мы работаем над тем, чтобы люди вернулись. Все. Слава ЗСУ, слава Украине. Хотите помочь? Помогите вооруженным силам Украины. Задонатьте. Не знаю, может, информацией какой-то поделитесь. Есть у вас информация какая-то? В СБУ звоните. Куда нужно, во все инстанции. У нас люди даже не дошли до того, что понимать, что если они увидели какого-то коллаборанта или знают какие-то факты коллаборации или там сдачи, что нужно звонить в СБУ, а не Вове Золкину, блогеру, писать в Телеграм. Понимаете? Люди даже до этого не дошли, до простого понимания. Они уже какие-то тут советы раздают. Все, спасибо. Останавливай стрим. Вот теперь, ребята, я вам предлагаю все-таки поработать над тем,